Всем привет, кто заходит. Сейчас я подключусь. Всем привет, всем привет. Заходите. Я, в общем, проспала сегодня. Случайно уснула. Хотела спать. Добрый вечер. Подсказка на 5 колодах. Всем, в общем, привет-привет. Все будет на 5 колодах. Ой, свечка сломалась. Я, в общем, только проснулась, поэтому немножко помята. Я уснула, думала, отдохну немножко. И так получилось, что я, как всегда, уснула. Прям перед эфирчиком. Я вас ждала, Ирина пишет. Спасибо большое. Как дела, как настроение? Все хорошо. Поспала, выспалась такая, проснулась, вскочила. Думаю, блин, сколько времени, у меня же эфир. Ну вот, сразу к вам. Все нормально, жарко только, очень-очень жарко у нас. Свечку мы зажгли, так что вот, если что, здесь свечку поставлю в сторонке. Пусть она у нас горит. Вот, жарко на улице. Сегодня хотела поехать за черешней. Не стала рисковать. Думаю, такая жара, нафиг надо. Короче, осталась дома. Обещали дождь, ливень. Нету где. Все жалуются на жару. Да, жарко. Я не то, что жалуюсь, я говорю всем, что жара сейчас пройдет, и все, и начнется холода. Как бы нормально, лето летом, зима зимой, все нормально. Только вот ехать никуда неохота, когда жарко. Из дома выходить неохота. А так это пройдет сейчас быстро. Потом еще будут люди скучать, скажут, ой, как холодно, когда же будет тепло. Вот. Подсказки заряжает на всю неделю. Спасибо большое, я очень рада. Так, давайте будем смотреть. ННН, привет. Вопросы будете смотреть сегодня? Ну, если будете задавать, вопросы у нас по ссылке. Вот. В жару очень устаешь, она выматывает, жара. Делать ничего неохота. Хочется что-нибудь холодненькое попить. Вот я налила тоже себе холодный чай с холодильника. Тяжело эту погоду переносить. Жалуйтесь. Мне все жалуются. Так что можете жаловаться. Я уже привыкла. Все говорят, а куда деваться? А что мы можем сделать? Переждать только эту жару. Вот, и ждать, что она закончится. Нормально все. Погода. Лето летом, зима зимой, что все было нормально. Давайте начнем с Ирины. Ирина только попросила подсказки. ННН не написала. Пока что. Все, кто заходит, пишите подсказки. И будет вам подсказка. Можете подсказки на 5 колодах написать, на 5 посмотрим. Так, смотрим для Ирины. Подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Такая подсказка. Вам виднее, на что там, чего это касается. Анна К., добрый вечер. Можно подсказки на всех? Можно? Можно. София Полвин. Саадат. 3 подсказку на личную сферу. Хорошо, сделаем подсказку. Так, сейчас для Ирины смотрим. Ирина, подсказка. Все шансы на успех. Не упустите возможность.
Смотрите, у вас сейчас очень хорошие шансы на успех, так что действуйте. Что-то там вы хотели, что-то задумали, что-то хотели сделать, не откладывайте. Видите, какие-то двери ваших возможностей, они сейчас открываются. Или они уже открылись и еще не закрылись, как бы действуйте, что вы хотите. Видите, я помята немножко, потому что я только с кровати вскочила и сразу сюда. Так что ничего, сейчас проснусь. Вернее, нормально, разглажусь. Смотрим дальше. Ирина, подсказка для Ирины. Ой, смотрите, какая красивая. Цветы какие. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Какие-то подарки судьбы. И все возможно. Так что планируйте, мечтайте, что вы хотели, действуйте. Сейчас может все получиться, свершиться. Вот. Задумал много, успех нужен. Вот он успех, давайте, вот он, вот. Берите. Действуйте. Для Ирины подсказка. Ой, смотрите, отдохни. Ты очень устала, срочно иди в постель, сейчас же. Видите, находите время, чтобы действовать и отдыхать. Если вы чувствуете, что вы устали, потому что когда много дел, да, ты делаешь одно, второе, третье, устаешь, обращайте внимание на то, когда вы устаете, значит, нужно отдохнуть немножко. Ну, в общем, свой план вот этих вот всяких дел впишите немножко в этот график отдых себе напишите. Самые красивые подсказки от Вселенной. Да, отличные подсказки. Алена. Здравствуйте, да. В прошлый раз не успела. Хорошо, что сегодня с вами. Да, хорошо, конечно. Если нужны подсказки, Алена, пишите подсказка. Подсказка на всех, если нужно на всех 5 колодах. Ирина, добрый вечер. Да, подсказки на всех. Хорошо. Сейчас мы смотрим для Ирины. Знаками, где солнышко заходит. Для Ирины подсказка из будущего. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Смотрите, какой-то сюрпризик можете сделать. Кто-то ждет вашего внимания. Кому-то оно очень нужно. Поэтому сделайте сюрприз близкому человеку. Вот. Такие подсказочки. Подсказки на всех можно, Алена, можно. Сейчас мы по очереди смотрим. Так. Сейчас у нас Анна К. Близким помогая. Да, просто внимание они как бы нужно. Ну, нашим близким всегда нужно внимание, так же, как и нам, да? Хотелось бы от близких. Мы с Ириной постоянно ваши поклонники, да. 2 Ирины, да. Я всегда думаю о том, как было бы классно всем встретиться. Вот посмотреть друг на друга, поболтать, там чайку попить, да, вообще было бы круто. Я все время об этом думаю, потому что я вас вижу по вашим картинкам, ну так хочется вживую пообщаться. Спасибо большое за подсказки, Ирина, вам тоже спасибо. Спасибо, что на эфирчики заглядываете, приходите. Удачи вам, пусть там со всеми делами все получится. Давайте будем смотреть Анна К. Анна К. Подсказка. Настройтесь на удачу. Очень хорошие слова. Настройтесь на удачу. Значит, все получится. Уже классный настрой. Уже как бы весело и вперед делать дела. Юсу, здравствуйте. Ставьте лайки, пишите сюда. Не забывайте, мне будет очень приятно. Ставьте лайки. Юсуф, если нужны подсказки, да, вот, написал. Хорошо, будут подсказки. Сейчас мы смотрим. Анна К. смотрим. У вас очень уютно по-домашнему. Классно. Я люблю так, когда по-домашнему. Классный эфир. Спасибо. Спасибо. Анна К. Подсказка. Риск будет оправдан. Сейчас самое удачное время для рискованных идей и проектов. Ух ты! У вас там какие-то идеи?
Все, что вы хотите реализовать, действуйте. Сейчас прям самое время. Видите, рискуйте, пробуйте. Вам прям говорят, что все дороги открыты. Давай, что ты хочешь, давай. Анна К. Доверьте своей интуиции, она вас не подведет. Доверяйте интуиции, как вы чувствуете, что она вам говорит. Анна К. Подсказка. Отпусти прошлое. Зачем ворошить прошлое, если можно наворотить новое? Оставь прошлое в прошлом и двигайся дальше. Это вам говорят о том, что прошлое вас немножко придерживает. Если вы отпустите прошлое, вам станет легче идти. Вы пойдете в будущее быстрее. И будущее придет быстрее. Анна К. Подсказка из будущего. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Ну, с этого все как бы и началось, что все получится, да, и закончилось тоже, как бы, карты такой, что все будет хорошо. Так что, Анна К. Удачи, дальше смотрим. Саадат, подсказка на личную сферу. Ну, сейчас мы вытащим подсказку, вы на себя переложите там вот на личную сферу. Так, Саадат, подсказка на личную сферу. Откажитесь от всего ненужного. Саадат, такая вам подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Видимо, есть в вашем окружении какие-то люди, которые как бы уже все, вы с ними никакого будущего не построите. Анна К. благодарю. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Так что, Саадат, надо отказаться от всего ненужного, чтобы пришло что-то очень-очень даже вам нужное. Просто для этого нужно освободить место наличное. Так что пересмотрите, что там происходит. Вокруг вас какие люди находятся. Будьте с теми, с кем вам хорошо, кто двигает вас вперед. Так. Теперь у нас Ирина. Синеньким цветом. Синенький кружочек. Ирина. Для Ирины подсказки. Подсказки на всех. Да? Для Ирины подсказки. Вкладывайте деньги в мечту. У вас есть какая-то мечта. Вкладывайте туда деньги. И если у вас не так много денег, то пусть у вас прибудут деньги, чтобы вы могли откладывать на мечту. Пусть появятся возможности их заработать, их получить. Так, для Ирины подсказка. Ой, смотрите, сейчас не самое время для новых идей. Сделайте небольшую паузу. Не самое время для новых идей, но для старых никто не отменял. Но на новые идеи не нужно тратить время. Видите, сейчас не время для новых идей. Да. Вкладывайте деньги в мечту, и новые идеи подождут. Ну ладно, дальше Ирина, подсказка. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Перерыв сделать. Перед новыми идеями, кстати, можно сделать перерыв. Это логично. Наберетесь сил, а потом... Так, подсказка для Ирины. Испытания. У каждого в жизни свои испытания. Сейчас пришла твоя очередь. Соберись, ты с этим справишься. Но самое главное здесь соберись. Ты с этим справишься. Ты с этим справишься. Какие-то испытания будут, которые вы пройдете. Все будет хорошо. Но у нас всегда перед тем, как что-то хорошее, чтобы нам дать, всегда какие-то испытания, всегда проверочки. Это вот вообще вот это, как бы вот это бы отложить, это не нужно. Ирина,
из будущего, что говорят: не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Подумайте, если рядом есть кто-то, с кем вам неприятно, кто вас обижает, да, то не общайтесь с этим человеком. Рядом должны те, кто вас поддерживают, быть. Вот. Если кто-то вас обижает, не ценит или делает больно, сведите к минимуму общения с такими людьми, обходите стороной. Вот. Так, Ирину посмотрели. Сейчас у нас Алена О. Алена, подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Осторожны и внимательны во всех делах. Благодаря, Алена, все супер. Ирина, удачи вам. Пусть все получится. Так. Теперь смотрим Алене О. Подсказка. Сохраняйте спокойствие. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Так что сохраняйте спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. В каком-то мультике это было, нет? Это про Карлсона, Спокойствие, я говорю, только спокойствие. Так что Алена О. Подсказка. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Счастливые перемены, это, конечно, классно. Классно то, что они счастливые. Алена О. Подсказка. Остановись. Перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. Так что вам какой-то человек есть в вашей жизни, что не надо какое-то время с ним общаться, прекратите. Вам, видимо, надо посмотреть со стороны на поступки этого человека. И пока что не писать, а взять паузу небольшую, понаблюдать за поступками. Ну или сами посмотрите, как вам откликается подсказка. Алена О. Подсказка. Ой, ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Вспомните, что вы важное забыли. Что-то важное. Вы можете еще все исправить. Сейчас, секундочку. Все, я переключилась, я включилась. Дальше у нас Юсуф, да? Да. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказка на всех. Если какой-то общий расклад хотите, сейчас посмотрим еще послание из будущего. Ну, если хотите, там 10 посланий. Сейчас сначала Юсуфу смотрим, и больше пока никто ничего не написал. Для Юсуфа подсказка. Проявляйте активность. Вот сейчас у вас пришло время, когда можно проявлять активность. Так. Для Юсуфа. Будьте внимательны, следите за знаками, которые могут изменить вашу жизнь. Какие-то знаки, видите, будут вам подаваться. И это все вот может изменить вашу жизнь как-то. Какие-то знаки подаются, говорят, вам уже можно проявлять активность. Спасибо за подсказки, я очень благодарна вам, Алена. Спасибо вам тоже, Алена О. Приходите на эфирчики. Для Юсуфа. Любите себя, перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Эта подсказка для мужчин тоже подходит. Не смотрите, что там были женские ножки. Это как бы нужно любить себя. Это да. Нужно научиться этому. Для Юсуфа.
Умерь свое эго, хватит зацикливаться на себе. Это не центр вселенной. Ничего себе, тут говорят, любите себя, а тут говорят, не стыдно над этим зацикливаться. То есть нужно знать меру. Нужно знать меру, нужно любить себя, но нужно знать меру в этом. То есть вам нужно научиться это делать. Вот это вот, знать меру. Нужно научиться найти вот этот вот баланс. Интересно, что за знак, а вы наблюдаете. Вы можете услышать отрывок разговора, вы можете что-то увидеть, вам может сон присниться. Но у меня в основном какие-то отрывки разговора. Кто-то по телефону что-то сказал, где-то вы в разговоре кусочек что-то услышали, где-то песня какая-то заиграла, где-то по радио сказали какие-то слова. То есть вот такое вот. Для Юсуфа из будущего послание. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Вам нужно поднять свою самооценку, свою уверенность в себе. Нужно любить себя, видите, но нужно знать меру. Надо научиться вот найти эту грань, когда как бы все хватит. Вот это нормально, чтобы вот мера была. Вот, так что у вас сейчас такое вот происходит. Ну что, подсказки всем уже ответила. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Напишу, что будет 10 посланий из будущего, да? Вдруг кто-то будет заходить в эфир. Смотрим 10 посланий из будущего. Так что можете загадать любое число от 1 до 10. Загадывайте одно число от 1 до 10. Будем смотреть послание из будущего. Можно загадать несколько цифр. 1, 10, 5, 6, 8, 4. Ну, то есть любые две цифры. Можете одну цифру загадать, все что угодно. Можете подумать о какой-то ситуации. Можете просто на сейчас послание, чтобы вам дали. На этот момент. Можно на какую-то ситуацию. Вот. Спасибо за ваш труд, Иисус. Вам тоже спасибо, удачи. Вам желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону. Потому что вам это нужно. Вот. Пусть изменится все, чтобы было все хорошо. Так, 10 посланий смотрим. Кто успел загадать, кто не успел. Послание из будущего. Так, все, 10 посланий загадали. Смотрим. Первое. Кто загадал первое послание? Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Так что здесь нужно попросить о помощи, если вам она необходима. Кто загадал 2? Циферка 2. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Что-то необычное сделайте. Купите себе что-то такое, вкусный кофе, который вы никогда не пробовали. Да, не знаю. Что-то новенькое, вкусное скушайте, то, что вы давно хотели. Сходите в кафешку, угостите сами себя, сделайте себе приятное. Имидж поменяйте, говорят, но это если вы только хотите. Ну, например, у меня вот, например, волосы другого цвета, раньше были другого цвета, да, такого цвета у меня никогда в жизни не было волос. Вот, как бы другой дорогой домой идти тоже классный совет, потому что вы будете идти новой дорогой, новые впечатления, вокруг все поменяется. Что-то необычное сделайте для себя. Но только то, что вам принесет радость и удовольствие. То, что вам понравится. Третье. Кто третью загадал? Вот, не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя за все, что у вас получается. Не опоздал на работу, уже классно. Пораньше встал, класс, супер. Сделала там что-то, да, приготовила себе вкусняшку, ой, какая молодец, я сегодня вот приготовила, поела там, полезный завтрак там сделала, ну что-то такое вот. Да даже вот сделала зарядку, это же уже классно, молодец. Это очень тяжело, кстати, сделать, особенно в жару, я по себе знаю, ляжешь так и лежишь, как плюшка. Цените себя за все, что у вас получается.
Так, дальше смотрим. 4 четверочки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Интуиция вам будет подсказывать, поэтому просто делайте так, как она подсказывает. Прислушайтесь к своим чувствам. Не говорите: нет, не может быть, да ну как такое возможно. Интуиция вам говорит: делайте. Она подскажет. Даже иногда, знаете, вы можете не думать, не знать наперед, кстати, что это вам туда надо или что-то такое, вот, или не надо, наоборот, да. Вы просто можете на автомате почувствовать, что как бы интуиция вас как бы ведет. Если вы делаете так, как чувствуете, то вы можете прийти туда, куда сами не ожидали. И все может повернуться так, что вы сами будете удивляться. И вам это понравится, потому что интуиция обычно нас сохраняет от чего-то плохого и ведет нас к лучшему. Когда говоришь, что куда-то не надо, значит, туда реально не надо. Так, 5. Вот, смотрите. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Когда эта карта выпадает, обычно это значит, что вы думаете о чем-то. Вы уже вроде как выбрали этот путь, что да, я хочу туда. Но здесь карта говорит: а там, правильно ли вы? Ты же ведь внутри хочешь другого, совсем не этого. Как бы головой ты понимаешь, что как бы нужно туда, а сердцем ты понимаешь, что тебе туда не нужно. Что ты хочешь другого. То есть вот это вот пятерочки подумайте. Как бы туда ли вы идете? То есть, может, как бы в другую сторону вам нужно. То есть здесь нужно немножко еще обдумать или убедиться в том, что вы идете в правильном направлении. 6. Перестань искать себя, создай, расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально, конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Видите, а здесь вы можете создать себя сами. Вы представьте себя, где бы вы хотели себя видеть, какая вы там или какой вы, да, сильная там, например, там, не знаю, красивая, длинные волосы там, да, кто как любит, или наоборот, такая стрижка, возле моря там, я не знаю, но какая бы вы себе понравились. Классный специалист, например, там какая-то там айтишница крутая такая. То есть надо уже сейчас, вы уже можете себя создать, вот как вы себя представляете, как хотите. 7. Вот, 7, ты забыла что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Вот честно, не знаю, что тут можно забыть, но вот нужно подумать, о чем вы забыли. Вы еще можете все исправить. О чем вы забыли? Может, завтра совещание? Ну нет, завтра не совещание, завтра воскресенье. Ну что-то такое. Может, какая-то идея у вас была, вы о ней забыли, что-то хотели сделать. Кого-то с днем рождения поздравить, кстати, могли пропустить. У меня это бывает. 8. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Здесь вы что-то делаете, но это не то, что нужно делать. Подумайте, что вы делаете. Может быть, это забирает у вас много времени. Может, вы в соцсетях. Или вы что-то задумали такое. Вам говорят: да ну не надо это делать. Подожди, перестань. Так, 9. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Но здесь талисманчик выбирайте себе. Все, что вам понравится, это вот чисто вот просто вот душа, что попросит, камушек какой-то, вот перышко, даже вот я обычно перышки собираю, да, вот голубь прилетел, я даже иногда помню, голуби были наверху, из голуби прям вижу, от голуби перышко прям мне падает, в общем, я перышки собираю. У вас это может быть все, что угодно, все, что вам понравится. Колечко какое-то присмотрели, не знаю, там, ободок, может быть, там, заколка какая-то, не знаю, брелок на сумку, камушек, все, что угодно. И вы можете подумать, что, например, это вот будет защита ваша, или это будет вам помогать достигнуть вашей цели, вот этот предмет.
когда он с вами. Ну, то есть вы можете наделить как угодно, чем угодно, подумайте, что бы вы хотели. Видите, а тут как бы вам говорят, что вы, главное, выберите талисман, а уж там позаботиться о том, чтобы он вас оберегал. 10. Если ты ждал этот знак от Вселенной, то это он. Действуй. Смотрите, вам говорят, действуй, действуй. Это знак. Кто ждал знак? Кто там хотел пойти учить язык, или сменить профессию, или куда-то поехать, или переехать, или расстаться, или встретиться, назначить свидание. Не знаю, действуйте. Кто-то хотел пойти учиться, может быть, на новую профессию, на дополнительную профессию, что-то еще там. Поговорить с начальником, с шефом. Ну, действуйте. Вы сами знаете, чего вы хотите. И время сейчас действовать. 10. Действуйте. Спасибо за ваш труд, Гордисов, пожалуйста. Ну, кому еще нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки на всех. Вот. Давайте будем смотреть сейчас еще один вообще раскладик сделаем. Если никто не появится, то подсказки уже закончатся, да? На следующей неделе что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Смотрите, ценить себя нужно. Ценить свои достоинства. Ценить себя. Да, еще карта перевернулась. И быть магом своей жизни. Понимать, что вы можете все в ваших руках. Если вы что-то делаете или не делаете, то все имеет свои последствия. Понимать это. Если вы чего-то хотите, нужно что-то делать. Вам нужно это понимать. Или не делать. Да? Все, так, диджей испортился. Где диджей? Ладно. Этот прям какой-то диджей. Где же он у меня? Тут все другие начались. Будет 3 позиции. Общий расклад 3 позиции. Чтобы неделя была хорошей, что нужно делать и что не нужно делать. Смотрим, загадывайте. Если что, ставьте на паузу, не на паузу, не знаю, на стоп. Однерки. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая для однерчик. Здесь вам нужно действовать быстро. И еще вчера, между прочим, нужно было начать, но вы почему-то не начали, вы, наверное, в размышлениях. Здесь нужно действовать. Вся неделя – это действия активные, поездки, общение, движение. Вот вся неделя должна пройти вот в таком вот движении, направлении вашей цели. Вот. Действия активные должны быть. Действовать, не сидеть, ездить, делать там, что-то заключать, общаться, подписывать. Ну вот что-то такое вот. Активные действия. Вся неделя – это активные действия. Если вместе с парой, если насчет отношений, то здесь тоже поездки куда-то вместе, общие цели. Нам надо в развитии действовать нужно активно. Что не нужно делать? Не нужно много думать, размышлять, бездействовать не нужно. Видите, тут человек вообще стоит, думает, вообще ничего делать не собирается. Он думает, он размышляет. И ему вообще как бы куда-то не, он никуда не собирается, он только думает. Вот этого не надо. Это будет тормозить. Здесь прям активные действия такие должны быть, чтобы неделя была классной. Вот. Подумать вы уже должны были еще позавчера. А вчера уже начать действовать должны. Быстрые действия, активные должны быть. Так, вторая позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, здесь тоже почему-то так. Смотрите. Чтобы неделя была хорошая, нужно ценить себя, уделять время себе, быть классным специалистом, если в работе, да, в отношениях ценить себя, заботиться о себе, делать то, что вам приятно. Если кто-то захочет побыть
наедине с собой, там, да, ну, наедине с собой не значит совсем закрыться дома, там, сделать то, что вам приятно, какие-то покупки пойти сделать, да, чтобы поднять настроение, куда-то сходить, в кафешку, там, не знаю, то сделайте, это как раз-таки вам показано. Поухаживать за собой, сделать какие-то приятности, и вот цените все, что связано с вами, себя цените. Это показано, это да, это делайте. Что не надо делать, что не надо делать. Не надо ждать, что что-то в вашу жизнь придет само. Что вот специалистом вы станете сами, там как-нибудь со временем, кто-то вас оценит, увидит. Не, вообще этого не надо делать. Ждать никого и ничего не нужно. Видите, здесь вот это вот не надо ждать, нет. Позаботьтесь о себе, поцените, побалуйте себя, куда-то сходите. Но ждать вот не надо, бездействовать не надо. Здесь тоже почему-то вторая позиция такая, что уделите внимание себе, но вот стоять и ждать, что кто-то вам что-то сделает, оценит, принесет, подарит. Нет, берите сами. Берите от жизни все сами. Хотите, купите себе это. Хотите в кафе, ну угостите себя сами там вкусным тортиком, сходите, покушайте, покайфуйте наедине с собой, если никого нету, да. Возьмите подружек там или друзей. Вот здесь так. Третья позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь все активные, все активная неделя, здесь нужно проявлять активность, нужно брать свою жизнь в свои руки, не ждать, что вам кто-то что-то принесет. Если хотите заработать миллион, идите зарабатывайте, сделайте план, работайте. Тут очень много движений, активные действия здесь у вас. Если вы хотите какой-то цели достигнуть, то идите, у вас будет энергия, у вас будут возможности, вы сможете достичь все, что вы захотите. Ставьте цель перед собой, вот то, что вы хотите достигнуть, то, что вы хотите получить, купить, добиться человека какого-то, да. То есть вот ставьте цель и действуйте. Здесь главное активные действия. Активные действия. Берите все в свои руки. И можете немножко манипулировать. Можете. Здесь этот человек, он очень ловко умеет манипулировать. Вот, это вот, пожалуйста, да. И покажите себя все на работе. То здесь классный специалист. Покажите себя специалистом, который все может. А если чего-то не может, то знает, у кого спросить. Как не нужно действовать? Не нужно отмалчиваться, не нужно быть как новичок на работе, например, или в отношениях. Если на работе, то не нужно вести себя как новичок, как будто вам не хватает знаний, как будто вы пришли сюда только учиться, вы ничего не знаете. Нет, не нужно так. Вам нужно показывать себя классным специалистом, что вы все умеете. Не умеете, там найдете. В гугле забьете. Да? В отношениях не нужно проявлять себя неопытным или неопытной, да, который ничего не знает еще в отношениях. То есть нужно опытным партнером проявлять себя, который умеет манипулировать. Видите? А не этим вот маленьким, который, то есть я ничего не знаю, ничего не умею. Нет, такого не надо проявлять себя человеком, который ничего не умеет, ничего не знает, и не хватает каких-то знаний. Вот не надо, неуверенным в себе быть нельзя на этой неделе, нет. Нужно быть уверенным, что вы все знаете. Если вы не знаете, то вы найдете, где узнать. То есть уверенность такая, что я все смогу. Такой должен быть настрой. Я все смогу, если я что-то не знаю, я эту информацию найду. Из-под земли достану. Если человека я хочу, то человек будет со мной. Я выведу его тайные такие, не знаю, слабые места, что он хочет, как он любит, сделаю все для него, лишь бы он был мой. То есть здесь так, здесь у человека настрой такой, что все будет так, как он захочет. То есть полностью он берет под контроль свою жизнь и действует. Кому нужны подсказки, пишите подсказка, будет вам подсказка. Жарко, конечно, жуть. Вообще просто. Сижу тут, не могу просто. Я когда еще с вами на эфире, мне еще жарче становится, когда я с вами общаюсь. Но одного человека, кстати, тоже я как-то смотрела. Давно, кстати, не смотрела его эфир. Они иногда раньше выходили тоже в эфир там. И вот он на эфире такой оденется, у него там водолазка, рубашка, свитер такой, он на эфир пришел, и потом во время эфира начинает раздеваться, ему жарко становится. Снимет свитер,
снимет там водолазку из-под рубашки, или наоборот снимет рубашку водолазки. Я думаю, блин, я вот точно так же иногда на эфир, да, дома, если прохладно, я там оденусь на эфир и забываю, что потом жарко становится. Думаю, потом, а как мне это снять? Ну, как во время эфира не будешь, но он как-то вот так вот пластами одевается. Добрый вечер, Аля. Если вам нужна подсказка, пишите подсказка. Если на 5 колодах, то пишите на всех. Потому что подсказки уже как бы все получили. Вот. Так что, если вам нужно, напишите. А тут, когда жара, вот не разденешься, да, вот больше, чем вот, ну, жарко и все. Когда холодно, еще как-то можно одеться, да. А когда жарко... Когда жарко, вести эфир из бассейна. О, привет, да, я в бассейне, ведем эфир. Но это тоже неудобно, конечно. Тем более у нас нет бассейна. Вот. Кому нужны подсказки, пишите. Подсказку в чем-то конкретном. Ага, на наших эфирах не часто бываете. Вы когда пишете, вы можете загадать подсказку на одной колоде, на основной, или на... У нас 35. Нифига, ну да, у нас тоже, блин, я вообще умираю от жары. Ну, как бы, ну, да, она пройдет. Я же знаю, что это все временно, поэтому как бы нормально. Лето, нормально. В общем, смотрите по подсказкам. Можно на всех 5 колодах посмотреть подсказку, можно на один вопрос. Вы просто... Глубокий вечер, да, уже почти ночь. Вы просто подумайте о какой-то ситуации. Вы можете просто попросить подсказку на сейчас, на данный момент времени, да, вот как бы вы сами себе из будущего хотели бы подсказать, какими словами, чтобы вас направить. Или какая-то ситуация у вас на отношения подсказку, на деньги, там, на финансы, то, что у вас, может, на работе что-то происходит, может, вы ищете работу, может, там что-то не ладится, может, увольнения какие-то. Ну, то есть, ваша ситуация... Разные могут быть ситуации. Вы просто можете подумать о своей ситуации, а я буду говорить подсказку, а вы эту подсказку на своей ситуации переворачиваете. Вот. Когда просите подсказку, просто думайте о том, что вам важно, на что вы хотите. Или просто на данный момент времени, или подсказка на неделю, там, что вы на выходные, ну, или какое-то у вас мероприятие важное, подсказка, там, что вам на это мероприятие. Ну, может, корпоратив, например, а там будет какой-то коварный мужчина, который спаивает женщин. Там, ну, как бы, ну, я не знаю, просто у всех разные ситуации, у всех разное бывает. Главное в голове подумать о том, что вас волнует, чтобы подсказка была именно вот в этом направлении. Купались в озере сегодня целый день, классно. Я вот плавать не умею, мне есть только так ножки помочить, попу. Вот. Я плавать не умею. Для меня купаться это вот... Для меня бассейн нравится. Если вот, блин, если, конечно, вот у кого свой собственный бассейн, мне кажется, это вообще круть. Или вот есть разные там отели с ваннами, с бассейнами такие. Ну, это вот в Японии тоже есть, в Корее. У нас тут таких уж, я не знаю, тоже, наверное, есть. Я как-то, не в теме, в общем. Дом-работа, у нас так. Если что-то изменится, то я покажу, расскажу. Так, подсказка на общение. Правильно ли ведете с конкретным человеком, да? Правильно ли у вас общение с конкретным человеком? Так, подсказка вам, да? Для Алды подсказка. Дайте себе отдохнуть. То есть вам нужно отдохнуть, не заморачиваться. Я могу еще, у нас 5 колод, поэтому если на 5 надо посмотреть, я могу посмотреть на 5, напишите только. Они будут, иногда они дополняют друг друга, иногда подтверждают одно и то же, да, иногда немножко раскрывают, и с другой стороны на ситуацию можно, зайти с разных сторон, разных колод. Вам нужно отдохнуть. Пока что не общаться, отдохнуть. Или общаться расслабленно, в расслабленном состоянии. На 5 тогда, на всех колодах смотрим, да?
Подсказки. Просто подсказки на всех пишите, подсказки на всех на 5 колодах, тогда будут подсказки на всех. Когда одна подсказка, она на одной колоде. Напишите подсказка на всех и будет на всех. Вы просто сами в голове думайте, тему, которая вам важна. И просто переложите, и все, не обязательно писать. Просто подсказки на всех можете написать. Блин, муха залетела, вот она, блин. Вот почему мухи, когда вот они идут, а когда они стоят, они лапки потирают. Что-то задумала, вон она. Прям напротив меня. Вообще, ужас какой-то. Что такое? Ой. Ладно, отвлеклись. Где-то заморочилась. Ну вот, да. Раскрыть это значит посмотреть на остальных, на всех. На всех посмотреть, да, можно. Марьям, здравствуйте. Вот подсказки на всех колодах. Да, посмотрим. Сейчас вот для Али дальше посмотрим. На одной колоде посмотрели, сейчас дальше. Про общение с конкретным человеком, да, для Али подсказка. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. Вот вам дальше подсказка, Аля. Раскрывает эту тему. Продолжает раскрывать. Сейчас дальше посмотрим. Что такое тут у меня? У меня тут целый бокс, и вот они вот по нему ползают. Ну-ка быстро оттуда ушли. Не люблю я насекомых, а теперь не выгонишь. Когда будет разбор вопросов за донаты? Когда будут донаты? Когда будут донаты, я донаты сразу смотрю. Потому что это в первую очередь люди платят и уходят. Смотрят, уходят, чтобы потом вот... Ну вот, да. Я их сразу смотрю. Здравствуйте. Сейчас я для Али до конца гляну, и все, и донатики. Я донаты всегда отвечаю в первую очередь. Не бояться отказаться, отстоять свои границы. Как у вас дела? У меня все отлично. Я же с вами. Все отлично. Для Али подсказку смотрим на отношения. Видите, не оборачивайтесь назад, там все без изменений. То есть как вот вы общались с этим человеком, как вот он относился к вам, то так все и будет, ничего не изменится. Сегодня выходной, и я уже рада, что сегодня выходной, я просто офигеть. Как рада, что ждешь этот выходной, чтобы выспаться. И я перед эфиром все равно вырываюсь, все равно не хватает мне сна. Для Али подсказка. Две подсказки. Смотрите, первая подсказка. Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай выводы. Видите? С этим человеком, с которым вы общаетесь, это ваш урок. И если вы его не пройдете, то этот урок будет повторяться. Даже если вы человека смените, с другим человеком будет повторяться. Вот еще одна подсказка вышла. Следи за языком. То, что вылетает из твоего рта, вылетает в твою жизнь. Просто закрой свой рот и послушай. То, что вы говорите, то в вашу жизнь вы привлекаете. Поэтому аккуратнее со словами. Вот. С, как у вас дела? С, как у вас дела? Сегодня так жарко, что я не стала никуда ехать. Хотя планировала всю неделю. Я так надеялась, что будет прохладно. Но жара, и я поэтому не поеду. Для Али. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Видите? Вы лучше, чем вы о себе думаете. Не надо никому это доказывать. Вообще, просто это сам факт, что вы отличный человек. Вы лучше, чем о себе думаете. Если кто-то вас заставляет думать не так, то не верьте этому человеку. Так. Ой, а у меня тут сегодня 2 донатика. Сейчас посмотрим. Сахоба и Алена О. Сейчас посмотрим. Сахоба. Угу.
чисто, как у вас происходит. Угу. Так, первое, как происходит чистка от кратника? Благодаря, Алена. Да, Алена. Так, Аля, то есть Алена. Алена написала благодарю. Аля, благодарю, да. Так, чистка от кратника, как происходит? Работа идет, и очень хорошая работа. Чистка, она идет очень хорошо. Да, очень хорошо идет. Да, очень, вот эта вот чистка, то, что вы сделали, или то, что вы делаете, да, то, что вот сейчас проходит, чистка очень хорошо проходит, потому что работа очень большая идет, очень большая, чтобы вот избавиться, да, вот от какой-то мелочи такой, но работа идет очень большая, и как бы очень хорошо пройдет это все, как бы чистка пройдет отлично, на отлично просто. А вот дальше... Так, проходит или прошло? Проходит еще чуть-чуть осталось. Вот она уже идет вот почти вот все уже. Прям вот еще осталось 3, 2, 1, вот так вот, в обратную сторону. 3, 2, 1 и чик, и все. Вот, сделали, да, оно очень-очень хорошо сделали. Вот такая. Не показывает, сколько еще надо. Ну вот прям практически 3, 2, 1, и вот чинс, и все. Ну, а результат отличный, очень хороший. Очень хорошо сделали. Да. Ну да, 3, 2, 1, 0, как бы все уже. 3, 2, 1 и все. Ну, все уже. И нету. Три, 2, 1, 3, 0. Сегодня до 12 еще будет идти. И все, и там уже новый этап начинается с 3 утра, ну практически завтра. Сегодня до 12, оно еще заканчивается, но еще чуть-чуть. А вот дальше, ну, насчет чистки, в общем, у вас остатки, в общем, сегодня до 12 еще будут, ну, там уходит уже все, и вот с завтрашнего где-то с 3 утра, там уже новая уже ваша, новая жизнь идет в рост, в достаток, вот это все хорошо налаживает все сферы, кстати. На рассорку, как там, что это? Да, сегодня последний день получается. С 3 ночи начинается все нормально там. Так, а на рассорку ну здесь тоже, кстати, все получится, да, но нужно немножко подождать. Видите, ну вот это вот показывает, что, ну как бы немножко нужно, это такое время, растянутое время. Ну и вот тут, видишь, человек один будет. Рассорка тут получится. Но это как-то растянуто во времени. Это не так, что вот чпыньк, вот сейчас это вот чпыньк, и все случилось в одну. Нет. Это как-то во времени растянуто немножко, растянуто. Такой промежуток растянутый. Но тоже тут все получается, и как бы человек останется один. Отшельник.
Да, немножко вот нужно подождать, потому что это растянуто во времени. Но тут все получается, тут как бы все везде положительный. Положительный ответ везде, положительный. Там все отлично, результат будет отличный. Вот. Да. Я поняла, что с вас снимают. Я поняла, что с вас снимают. И тут как бы может вернуться человек, который давно не мог вернуться к вам. Какая-то... Какой-то человек, с которым у вас было приятное общение, да, но вы как-то прекратилось общение, переписка прекратилась. Очень были хорошие отношения, оно как-то прервалось, человек этот может вернуться. Как будто не мог вернуться, но вернется. Да, как будто вернется человек. Какой-то человек. Бывший муж. Может быть, бывший муж это. Может быть, тоже хорошие были отношения там. И романтика, и слова приятные были. Не мог вернуться, там обстоятельства не позволяли, там не от него зависело даже. Даже если бы он хотел, да, он бы не мог. Там такие обстоятельства были. Ну вот он вернется. Вернется этот человек в вашу жизнь. Вот. Что-то еще уточнить по этому вопросу? Вот, Сахоба, для вас подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки вам будут подавать. Прислушивайтесь, обращайте внимание. Какие-то знаки Вселенная будут подавать. Вот. Так что так. Все, посмотрели? Да, Алена, ой, я видела, да, что донатик отправили за 2 вопроса. Благодарю, я с вас тоже благодарю, чтобы у вас все получилось, желаю. Вот, чтобы было все хорошо. И какую защиту вам надо? У вас, может быть, выпадало, когда послание из будущего на талисманчик, вам нужно какой-то талисманчик. И попросить своих бы, знаете, ангелов, ну, в кого вы верите, да, чтобы вас защищали. Талисманчик бы вам нужен. Ну, на защиту семьи, на вас, вот было бы хорошо, вам защиту какую-то. Вот. Энергетику поднимайте свою, чтобы к вам ничего не приклеилось. Алена О. Стоит ли общаться с Марией? Как-то вот вышло. Уезжай, уходи, уноси ноги, драпаем. Что за такое мне пришло? То есть плывем, гребем в другую сторону. А что такое, что она может сделать? Этот человек, вот что это за человек? И, кстати, Мария, она, возможно, семейный человек. Нет? Вот не знаю. Ну, не знаю, тут нужно больше информации о Марии. Нужно больше информации о Марии. Семейный ли она человек, беременная ли она, кстати, или они не могут забеременеть. Что ей от вас нужно-то? Да не знаю, что от вас нужно. Возможно, у вас есть дети, и вот ей как-то тоже, как-то... Как будто что-то связано кого-то с детьми.
Как будто она хочет, она хотела бы ребенка, возможно, но она не может детей. Или тут как-то связано с детьми, с беременностью. Да, семейные. Вот тут как будто связано что-то вот... Как будто она хотела бы детей, да, но почему-то не может она. Как-то вот что-то с детьми связано. А у вас, возможно, она думает, что у вас вот это все прекрасно в этом плане. Насчет детей. Даже если у вас нету, я просто не знаю, есть ли у вас дети, нет у вас детей. Но ей кажется, что у вас есть мужчина, или, по крайней мере, что вы можете легко встретить своего мужчину, именно своего мужчину, и легко сделать так, чтобы у вас появились дети. Как бы в этом у вас нету проблем. А у нее какие-то проблемы вот на эту тему. То есть она не знает, как сделать так, чтобы у нее вот детская тема как-то, как будто она или забеременеть не может, или что-то такое было, вот связано с детьми. Возможно, возможно, у нее даже был ребенок. Что-то вот связано с детьми. Тут как бы очень, я бы сказала, личное. Что-то она для вас может хорошее сделать, это держаться от вас подальше. Это самое хорошее, что она может сделать, держаться подальше от вас. А что она плохое может сделать, она может вас как-то перед выбором поставить. Перед каким-то выбором поставить. И знаете, выбор будет не хороший, а какой-то неопределенность. Она может поставить какую-то неопределенность, как будто вы не будете знать, что делать. Ну, тут как-то... Не знаю, тут... Ничего хорошего она вам дать не может. Какая-то бесполезная. У нее какие-то заморочки, у нее какие-то внутренние вот эти вот проблемки. Почему-то показывает, что с этим все связано. Сейчас посмотрим, она может вам что-то плохое сделать или нет. Она может поселить неуверенность в мужчине. Она может поселить какую-то неуверенность в мужчине. То есть с мужчиной что-то связано. Нет, что-то с законным мужем, с законным мужчиной. Да нет уж. Как-то она может хитренько что-то обмануть, что как бы не стоит ей доверять. Не знаю, насколько тесно вы хотите с ней общаться. Не общайтесь тесно. Старайтесь там, не знаю, не принимать ничего такого, если вы что-то подозреваете, там, не знаю. Тут связано с детьми, с парой, тут как вот что-то такое серьезное. Ну, лучше не приглашайте ее к себе домой, я бы так сказала. К себе домой, я просто не знаю, в каких вы отношениях. К себе домой не приглашайте, потому что она как будто может разрушить ваш союз с мужчиной или с будущим, вот что-то с ребенком связанное с мужчиной, что-то такое семейное, что-то очень личное, вот она может вот в это влезть. Не стоит с ней. Лучше огородитесь от нее, вам так будет лучше для вас. Да, огородитесь, видите, постройте как бы заборчик между вами и держите на расстоянии, как бы вот лучше аккуратно с ней, аккуратно. Не стоит приближать близко, не стоит, иначе можно вляпаться, да, как бы, да еще смотрите, тут может быть что-то такое, знаете, вот во что можно вляпаться, это когда очень нехорошие дела может человек сделать. Не подпускайте ее близко, лучше не принимайте от нее ничего. Жрица с дьяволом, это что-то может такое сделать очень нехорошее.
лучше не стоит ее как бы пускать близко к себе не надо, не стоит, вот реально не стоит, потому что что-то нехорошее может сделать, не надо втереться в доверие и не стоит. Вам потом это зачем? Это очень потом расхлебывать, неизвестно какие последствия. Ну, то есть не стоит говорить, вот смотрите, темы своего мужчины, своей семейной жизни, детские темы не поднимайте. Лучше не стоит, потому что у нее может зависть подняться, какие у вас отношения там хорошие или что-то такое. Не стоит, это у нее больная тема. О чем-то таком постороннем, таком, ну, чтобы не затрагивало внутренние эмоции, вот эти, все поверхностное такое все. Вот. Потому что как бы что-то там не очень. Поэтому я говорю, самая первая карта вышла такая, на лодке вы от нее гребете, убегаете, уносите ноги, то есть нефиг вообще никак, ну не стоит даже вот ее, желательно вообще бы и не общаться, если есть вот такая возможность профессиональных таких отношениях, где вы пересекаетесь. Но у меня тоже на работе был такой человек, хотя я сводила к минимуму общения, но это невозможно было свести к минимуму, потому что вы работаете вместе постоянно каждый день, да, как бы тут очень-очень существенно это, знаете, отражалось. Очень тяжело. Так, вспоминает ли на вас Диана? Вспоминает ли об Алене Диана? Да, вспоминает ли? Ну, вспоминает, кстати, смотрите, вспоминает. И думает, что вот... А правильно ли то, что вы расстались или нет? Вот было. Она вспоминает хорошие моменты. Вспоминает хорошие моменты с вами. Ничего плохого не вспоминает. Вспоминает, что как было здорово, когда был человек, который вот на одной волне. Вот у вас какие-то общие темы были, вы могли поддержать, ну, понять друг друга как минимум. Вот, что-то рассказать. Сейчас я тут переключу. Вспоминает только приятное. Я не знаю, что было, вот, между вами, но вспоминает Диана только приятные моменты. И думает, что вот как вот то, что произошло, стоило ли оно того или нет, как бы. Возможно, знаете, вы как общаетесь? Возможно, вы то общаетесь, то не общаетесь, то общаетесь, то не общаетесь. Возможно, у вас такое общение, да? Но как бы человек ушел не на совсем. То общаетесь, то не общаетесь. И человек очень много думает о вас хорошо, кстати. Вспоминает хорошие моменты вспоминает. Когда было хорошо, когда вы друг дружке там помогали чем-то. Возможно, просто на словах, возможно, просто общение само помогало. Было классно, вот, по ощущениям. Вот. Вспоминает. Она бы хотела восстановить общение за ваш счет. Знаете, как будто она хотела бы движение вперед, и чтобы вы ей помогли. Но ее расстраивает, как будто вы этого не сделаете. И что эти теплые слова тут не помогут. Я не знаю, что у вас произошло. Спасибо большое. Так и есть, да. Ну, как бы я не знаю, что произошло, но эти слова уже не помогут. Как бы, ну, то, что вот к вам подмазаться не получится. Что-то здесь такое. За ваш счет что-то решить не получится. Ну, стоит ли с ней продолжать общение? Это тоже какой-то человек, знаете, тоже как-то не приносит вам позитива. Стоит ли с ней общаться? Как бы я бы не сказала, что стоит общаться. Нет, стоит ли общаться, что она может принести? Ну, смотрите, здесь как бы ничего она вам дать не может. Видимо, уже как-то вы прошли вместе какие-то хорошие моменты, да? И ей просто нужно было уже уходить, поэтому что-то такое произошло. Даже человек, если сейчас и жалеет, и вспоминает о том, что было там хорошего, да, но как бы уже ничего не вернешь. Вот, тут как бы вот так вот.
Новый этап начать не получится. Вот прям карты показывают, что новый этап начать не получится. В итоге не получится. Как-то вот восстановить все. Сейчас я вам подсказку посмотрю. Видите, у вас интуиция-то работает. Вы же, видите, чувствуете сами. Вот. Алена, подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Такая вот у вас подсказка. И идите вперед. Я бы еще так добавила. Здравствуйте, Донат, Марина, здравствуйте. Сейчас все посмотрим. До конца августа приятные события. Сахоба. Сейчас еще раз обновлю. Нет, Сахоба, да. До конца августа приятные события. Сейчас я налью себе еще чайку холодного. Жарко, конечно. Закончили. Так, приятные события посмотрим. У Сахобы до конца августа 2023 года. Приятные события. И приятные события будут у Сахобы. Так, в общем, сначала смотрим. В общем, самое такое, на что... Приятные события. Какая-то тайна вам откроется. Марину вижу, да, Марину вижу. Вот тут ваше сообщение. Донатик. Смотрите, Сахоба. Какая-то тайна вам откроется. Это, кстати, реально. Например, вы можете не знать чего-то, да, но в разговоре ваша подруга там или по работе кто-то вам рассказывает, что а вот про нас там что-то вот это говорят, а вот про тебя там вот так, например, а вот там вот это. То есть вы не знаете, а через кого-то вам откроется какая-то тайна. Или о каком-то человеке, или о вас, или какие-то обстоятельства. То, что вы не знали, вы, короче, узнаете. Какая-то тайна вам откроется. Это, кстати, это я не знаю, чего это касается, но вот когда у меня выпадало такое, мне рассказали то, что я не знала. Вообще не знала, я даже не думала, вообще не думала об этом. Мне это не важно было. Просто мне рассказали что-то такое, что я не знала. А ты знаешь, вот так и так, так и так. Да откуда я знаю? Не знаю. Но пришла домой, смотрю, правда, вот так проигралась. Что это за тайна, я не знаю. Но что-то то, чего вы не знаете. То, что вам было неизвестно. Вообще непонятно, что, то есть на какую тему. Да нет, вас это не расстроит, не переживайте, вас это не расстроит. Вы этот кремень, так сказать. Нет, вас это не расстроит. Вас это расстроит? Нет, вы будете думать о будущем, вы будете думать о том, как дальше реализовываться там в карьере там, или в будущем, то, что вы хотите. Нет, это вас не расстроит, вы просто об этом что-то узнаете, чего вы раньше не знали. Возможно, это касается чего-то семейного, возможно, это новость от какого-то мужчины. Не знаю. Тут непонятно, вообще ничего не понятно. Вот карта семьи выпадает, да? Возможно, то, чего не знаю, в общем, что это. Тут непонятные карты. Нет четкого ответа, тут как-то все вперемешку. Чего касается, тайна, но то и тайна. То есть, как вы ее узнаете? Я не могу, это тайна для вас. Это письмо от учебы, не знаю, Но письмо от учебы это ж не тайна, а это, знаете, это такая тайна, о чем вы не подумали бы. То есть вы этого не ждете, вы об этом не думаете вообще, а потом кто-то что-то скажет там.
То есть могут сказать, что вот вас выделяют среди всех, что вы самая там, не знаю, классная, или там кто-то в вас влюблен, там, или еще что-то. То есть что вам там прибавят зарплату. Но я не знаю, что это такое, о чем вы не знали. Нету тут. В общем, то, что вы не знали, откроется какая-то тайна. Тайну не смотрим, потому что это тайна. Сейчас она не откроется. Она откроется вот до конца августа. Да тут нету расстройства такого-то. Это, может быть, поможет вам в чем-то, в каких-то ваших действиях, как вам действовать. Вы, наоборот, хорошо, когда вы узнаете то, чего вы не знаете. Вы спланируете свои действия, как дальше идти, что делать. Даже если вам будет тяжело, вы пойдете дальше. Это как бы будет двигать вас вперед. Не, у вас будет сила справиться, если что-то не так. Тут как бы нет такого. Это будет тяжелое известие. В любом случае вы пойдете дальше, чтобы там это не была за тайна. У вас и силы, и как бы это все нормально будет, вы с этим справитесь. Ну, блин, я не знаю, что это за тайна. Сейчас копать будем, не докопаемся, потому что это тайна. А здесь, кстати, вы уйдете от какой-то зависимости, что хорошее еще будет, да? У вас будет уход от зависимости. Какая-то у вас есть зависимость от чего-то, может быть, от кого-то. Зависимости разные бывают. Могут быть зависимости от человека, там, от денежная зависимость, там, зарплата вас держит на работе, да, и вы из этого не уходите, хотя там тяжело, и там вам, тут не знаю, то есть вы уходите от какой-то зависимости, от того, что вам тяжело, но вы знаете, что впереди будет лучше, вот от какой-то зависимости избавитесь, это классно. А впереди, смотрите, как интересно, вы избавляетесь от зависимости, а впереди, что куда вы идете? А вы идете к мужчине, уходите от зависимости, сразу появляется мужчина, и притом такой хороший мужчина, король пентаклей, надежный, стабильный. И что с ним, и что с ним? И с ним даже может вас, вы с ним, в общем, этот человек может сделать вас счастливой. Вы будете счастливы, как ребенок. И даже у вас будет возможность родить ребенка, если захотите, от этого человека. Тут все шансы есть. То есть счастье, солнышко он вам какое-то даст. Вот. Радость. Вы будете очень счастливы. Да, тут, возможно, человек на расстоянии никак не может проявиться, потому что не может, нет возможности, и вы получаетесь как одна. Тут много разных событий ожидает, тут, возможно, и встречи, куда-то пойдете, и общения много. Развитие, кстати, отношений. Вы тут можете, тут романтическое общение есть и пара. То есть вы будете иметь с каким-то человеком. Может, это этот мужчина даже. Дальше, если посмотреть. Тут у вас какие-то как-то будут развиваться события, знаете, когда вы будете стараться, возможно, работать, учиться, куда-то свои силы вот эти направлять, да, и вы получите по заслугам, то есть вы как заработаете, как будете стараться, такой будет результат, вот вы добьетесь какой-то своей цели. И тут у вас и человек потом проявляется. Возможно, он приедет или вы к нему поедете, тут пара прям создается, то есть очень хорошее общение. Но перед этим тут вы занимаетесь, чего-то добиваетесь, учитесь.
проявится мужчина. И вот еще какие приятные события. То, что вас ограничивало, ограничения все как бы спадут, исчезнут. Все ограничения, которые вас ограничивали, они исчезнут. Какое-то ваше желание исполнится. Вот то, которое вы очень-очень хотели, желание, оно исполнится. Как будто это желание не могло исполниться не по вашей вине. Как будто никак не могло что-то, какие-то обстоятельства. И вот оно исполнится. Вы стараетесь, делаете, что-то делаете, да, но вот как-то не получается. Потом бац, оно исполняется. Какое-то желание исполнится, какие-то ограничения упадут. Какая-то поездка может совершиться, которая не могла. Дорога, куда-то можете поехать. Насчет здоровья тут все хорошо. Если будет холодно, одевайтесь просто, чтобы не простыть. Ну, вы сами знаете. Насчет здоровья все нормально тут будет. Так. По деньгам какие события сейчас посмотрим. Ну, по деньгам. Но здесь в деньгах как-то нету прибавления. Здесь разрушается, знаете, вот это вот тяжелое, напряженное что-то, какие-то, то, что вы на себя навалили, как-то это вот груз ответственности весь падает и исчезает. Но денег он не прибавляет, как бы. Почему-то тут денег, нету прибавки денег. Уйдет из вашей жизни какое-то напряжение, какая-то нагрузка большая, свалится с ваших плеч нагрузка. И вы сначала можете немножко потерять даже в деньгах, но потом это восстановится. Ну, обратно, в прибыль пойдет. Что-то уходит тяжелое с деньгами. Какие-то обязательства. Может, вернусь на учебу, а то отчислили. Может, и вернетесь на учебу. Да, такой шанс будет. Смотрите, прям шанс прям будет вернуться на учебу. Да, и начать все заново, как бы начать, снова учиться. Шанс этот будет, вернетесь. Главное главное, будьте настойчивы в своих целях. То есть вы этого хотите и, и следуйте вот этой дорогой. То есть я хочу и все. Потеряла деньги. Ну вот. А потом восстановите. Это вернется вам. Все восстановится. А деньги потеряли, чтобы не потерять больше. Как бы так должно было быть. Это как бы потеряли и начался новый этап. Ничего. Все нормально. Потом вернется все. В большем количестве. Так что все нормально, восстановится. Да, тут опять среди вашего окружения есть мужчина, который готов работать над вашими отношениями. Вот. И при этом он настроен серьезно насчет вас. Хотела другой посмотреть, но опять показывает мужчину. Вот, такие вот события. Еще что спросить про какие-то конкретные, может быть, события интересуют? Просто я про ваше окружение посмотрела, опять вышел мужчина. Думала, про друзей посмотрим, про подруг, но не показала. Показала мужчину. Благодарю, вас тоже благодарю. Спасибо за вопросики. Да, мужчина. Опять мужчина. Все, ничего не показывает. Опять мужчина. Так. Подсказка для Сахоба. Подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Такая вам подсказка. И вам вернется больше, кстати. Так что...
какая же тайна вам все-таки откроется? Не показывают, вот не говорят. Говорят, ага, мечтай, говорит, думай сама, говорит. Ну, то есть, пошутили карты. Может, мужик появится. Да появится какой-то мужчина точно будет. Но не показывают. Ну, потом расскажете нам. Какой-то мужчина появляется. Ну все, они уже не показывают, они уже показывают. Ну они уже шутить начинают, да, говорят, типа, все. Вот. Так что спасибо за вопросы, удачи вам, пусть все будет отлично. Марина донатик скинула. Вопрос, наверное, в чате, да? Нет? Да, вот Марина задала вопрос. Угу. Обращается ли Сергей по вопросам о Марине? Я бы сказала, что не обращается. Он ищет все ответы в себе, видите, он как отшельник. Отшельник, он ни с кем не общается, ни у кого ничего не спрашивает. Он пытается найти ответы сам. Он может лазить в интернете, искать ответы, но вот к кому-то обращаться он не обращается. Может, в интернете искать. Поругались, не общаемся. Но вот в интернете, ну и отшельник, это видно, что он один. Что спросить насчет него? Восстановите ли у вас отношения? Все зависит только от вас. Вы на него смотрите с ножом, такое все, вот такое прям серьезное, активное. Вы как-то, знаете, вы более, как сказать-то, более активная в отношениях, и как будто отношения зависят от вас. Вы там главное, я бы так сказала. Сейчас мысли. Мысли у него какие сейчас? У Сергея мысли какие, Мария? Ну, какие мысли? Он очень расстроен, ему страшно, он расстроен. Тяжелые мысли. Кстати, по вечерам перед сном очень много может думать просто. Тяжелые мысли. О том, что все не так, я хочу по-другому, но не нравится мне то, что происходит. Вот такие мысли у него. И подсматривает за вами. Подсматривает за вами в интернете по-любому, да, где-то что-то, как у вас что-то выведать, может быть, что-то накопает. И он думает, что вы можете от него уйти. На самом деле вы все решаете тут. Вы можете, да. Вот он думает, что вы можете уйти, а на самом деле вы видите, вы делаете ему больно, вы можете разбить ему сердце, как бы все зависит от вас. Тут на вас все. На вас все держится. Злится ли он? Но он хочет доказать вам, что он прав, что вот услышь меня, моя позиция такая. Ну вот как конкуренты, например, да? Каждый говорит, что вот я там хочу вот это, я там это хочу. И каждый вот, он хочет вам, чтобы вы услышали его слова. Для него они очень тоже важны и значимы. Вот то, что вот свое он хочет отстоять, он хочет с вами конкурировать, доказать вам, что вот он прав, свою правоту в каких-то вопросах. Ставим свои границы. Так вот именно, вы как конкуренты.
Вы как знаете, вот смотрите, у вас борьба происходит между вами, вы как будто как два маркетолога, например, каждый продает свои товары. Один говорит, что я лучше, этот я лучше. Вы как конкуренты просто. Вам нужно быть на одной волне, идти вместе, сообща. А вы как будто как конкуренты. Нет я, нет я, нет я, нет я. Там как бы вот. Ну вот так и будете, что вам нужно сделать, да, чтобы вам помириться там. Но вы так и будете отстаивать каждый свое. В общем, вам нужно высказаться, вам нужно выслушать друг друга, ну, противоположную точку зрения. То есть вам нужно послушать его точку зрения, а ему нужно выслушать вашу точку зрения. Все-таки вам нужно вот этот вот меч, вот этот словесный, вот все, что вы хотите сказать, все нужно сказать. Потому что если вы не скажете, это останется внутри. Вам нужно сказать, кто что чувствует, кто что считает, но сказать не так, не на повышенных тонах, а поговорить просто спокойно. То есть мнение каждого. Вот. Что он чувствует, думает, как он чувствует, вот, да, вот, что вот ему не нравится, например, как бы он хотел, и вам тоже, только надо спокойно, не доказывать, не бороться, не отстаивать там что-то свое, как бы вот, просто выслушать, как вот друзья друг друга выслушивают, например, да, кто-то что-то там говорит, там вот, просто послушать друг друга, потому что вам нужно это сказать, вам нужно сказать это, чтобы другой услышал, потому что если вы не скажете, это останется внутри. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо, вам тоже хорошего вечера. Сейчас подсказку вам достану на ваш вопрос. Подсказка для Марины. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Такая вам подсказка. Вот. Сахоба. Отношения в течение пару месяцев. Отношения в течение пару месяцев, это то есть у вас есть с кем, да? Вы, то есть с тем человеком, о ком вы думаете, или просто там кто-то может появиться новый. Отношения в течение пару месяцев у Сахоба. И что у вас в отношениях? В отношениях, знаете, смотрите, это как вот вышло. Хочется любви, да, хочется чувства, вот эти чувственных любовных отношений, но видите, но тут нет, разбитое сердце, как бы, ну нет, это расстраивает, что этого нету. Появится ли новый мужчина? Новый мужчина не появится в течение пару месяцев. Тот, кого вы знаете? Нет. Это что-то скрыто, нет. Но вы знаете, нового мужчины не появится, но может появиться тот мужчина, которого вы знаете, и может предложить вам какие-то новые отношения. То есть или возобновить отношения, или, ну тут скорее всего, или может приехать какой-то ваш прошлый мужчина, или предложить вам какие-то новые отношения. Притом эти отношения будут свободные. Поехать с ним? Нет. Какие-то свободные отношения он может вам предложить. Ну да, бывший мужчина, как будто мужчина из прошлого. Будущего нету в течение пару месяцев, пока что новый мужчина тут не появляется. Тут у вас будет развитие как-то с прошлым мужчиной, который был вот с бывшим, скорее всего, потому что тут надо с ним все порешать.
Он вам может предложить отношения, он может приезжать, уезжать, у вас может быть переписка. Переписка приятная, и вы его будете ждать. Он как-то будет приходить, уходить, вы его будете ждать. То есть это не стабильные отношения, это такие вот, когда вы его ждете, а он приезжает, уезжает, вы вместе время проводите хорошо, общаетесь хорошо, вам нравится общаться с ним, приятные там слова, приятное общение. Ну вот это не постоянно, как приезжает, уезжает. Знаете, чтобы начались новые отношения, вам нужно с этим человеком, я просто не знаю, приход и ход не нравится, но этот вам человек, да, для определенного опыта. То есть вы с ним в зависимых отношениях. То есть то, что сейчас происходит, вы, получается, зависите от другого человека. От его настроения зависите, от его, вот он приедет или не приедет, вот это вот ожидание. То есть от его действий, от его решений тут вы зависите. А вам нужно быть свободной женщиной, принимать все решения самостоятельно, независимо от этого мужчины, быть независимой женщиной. Да, принимать решения самостоятельно. Подумайте, что вы хотите, как вы хотите, какое будущее вы хотите. Вы хотите зависимых отношений, независимых отношений. Ну, то есть, как вы хотите, чтобы было у вас. Вам нужно уходить от отношений, которые несерьезные, которые вам... Смотрите, если вы... Ну, тут вам надо обдумать вообще, как вы хотите, каких отношений. И потом нужно принимать решение, что, например, вы уходите от отношений, которые просто там погулять, повеселиться, хорошо провести время, и идете в те отношения, которые ведут к браку, к семейным отношениям, какие-то там традиции, да, вот это все. То есть вот так вот вам нужно будет. Но у вас тут, возможно, вам этот мужчина нравится, который приходит, уходит, и вы не можете с ним расстаться, потому что вас тянет к нему, да? Если вы скажете ему, что хотите серьезных отношений, да, то он что? Какое решение он примет? Да, он примет решение. Нет, если он и примет решение, то не скоро. Да, если вы с этим мужчиной, который вам нравится, который придет из прошлого ваш бывший, если вы ему скажете, что хотите серьезных отношений, то он возьмет время на подумать. Он не решится сразу, ну как бы тут не будет такого. На серьезные отношения. Он так и будет приходить и уходить, пока вы сами не определитесь, чего вы хотите, и не поставите его перед фактом. То есть мне нужно вот так и так, я хочу так и так. Здесь я не чувствую надежности, ну то есть вы должны понять, чего вы хотите, что вы чувствуете. Ну вот если с прошлого придет, вы хотите с ним отношения, с бывшим, да, то здесь нужно будет поработать хорошенько, чтобы не делать ошибки, которые уже были совершены. То есть были какие-то ошибки, и вы этого не хотели бы. Ну и он тоже это вряд ли бы хотел. Да, здесь нужно будет поработать вдвоем. И тогда вы можете прийти, кстати, к семейным стабильным отношениям. Это такая возможность есть. Но здесь тоже надо, чтобы это он решение принял, да. А он здесь будет думать, временно подумать, это не так быстро. Здесь нужно будет работать над отношениями. Зарина, добрый вечер. Добрый вечер, привет. А если новый? С ним не хочу, но с ним вот, да, тут нужна работа
хорошее. Если с новым, новый. Когда вот знаете, новый придет, знаете, когда вы вот именно от зависимости избавитесь. Вот с этим мужчиной, который у вас сейчас, здесь какая-то зависимость идет. То есть вы с ним общаетесь, вы с ним, вот когда вот у вас эта зависимость закончится, то есть вы примете решение, да, что я с ним уже не хочу, что вы уже все расстаетесь и идете в новое, да, то есть не он принимает решение, а вы. Что вы не хотите, чтобы вам сердце разбивали, да, вы хотите все по-другому, все заново начать. И именно так, как вы хотите, начинайте себя ценить, цените себя, любите себя, уделяйте себе времени, прислушивайтесь к тому, как вы хотите, и говорите об этом мужчине, как вы хотите. Да, и тогда прям ваш император придет, который вот все ваши ранки залечит. Вы даже можете потом переехать к новому мужчине, так, а тут что нет. Но здесь все-таки какие-то даже все равно будете чего-то бояться. Короче, знаете, не ограничивайте себя в голове. В голове вы тоже можете себя ограничивать в чем-то, сомневаться что-то, да, вот. Игра надоела, и готовый, то он играется. Ну вот он играется, а вам нужен такой человек, который не будет, который к вам серьезно будет относиться. Но если хотите с ним, то здесь нужно будет работать и говорить ему об этом. И вести себя так, как будто вы хотите именно вот этого серьезного. Если он не хочет, то вы готовы с ним расстаться и искать нового мужчину. То есть, как бы, он же ваше время занимает, ваше внимание, ваше вот это вот. В это время мог бы быть другой мужчина быть с вами. И когда вы вот избавитесь от этой зависимости, как-то вот вам нужно от чего-то избавиться, оставить в прошлом и пойти в будущее. И тогда будет мужчина в вашей жизни появится. Вам нужно уделять больше внимания себе, ценить себя, гуляйте с девчонками, занимайтесь своей карьерой, мечтайте, у вас какая-то мечта, и идите к своей мечте. То есть подумайте о себе, о своих желаниях, о своих мечтах. И тогда вот придет мужчина. Тогда получается, видите, вы получаете шанс встретить своего мужчину, с которым будете строить отношения. Видите, он пентакли, денежки. Денежки у вас, денежный мужчина, видите? Пентакли, пентакли, пентакли. Вы тогда получаете этот шанс, когда вы вот избавляетесь от вот этого прошлого, от которого непонятно, что там у вас происходит, тянет вас назад, не дает новому прийти. Избавляйтесь от ненужного, занимайтесь собой, своей карьерой, вот то, что вы красивая, там за собой ухаживаете, много общения, общаетесь, вот общительная, да. Подружками встречайтесь, уделяйте внимание себе, цените себя, подумайте о своей мечте, не о том, чего кто-то хочет, а именно того, чего вы хотите. И все, и человек появляется, потом появится в вашей жизни мужчина. Мужчина будет вас баловать, кстати, новый мужчина будет вас баловать. Да, тут вы пары выпадаете. Попробуйте вот этому мужчине, который сейчас из прошлого, да, вот дать вам понять, что все, вы настроились на новое, вы на себя настроились, думаете о себе, и вам не важно, что он там решил. Вы решили, что у вас будет стабильное будущее, стабильный мужчина, надежный, который будет вас любить. И неважно, это будет он или другой мужчина. Он не хочет, будет другой. Как бы вы не зациклены на этом. Главное, чтобы был такой мужчина, которого вы хотите. Вот. И цените себя, покупайте себе что-то хорошее, красивое, думайте о будущем, мужчина появится, он появится. Когда вы будете идти вперед, и оставите все в прошлом, то, что уже все уже нельзя взять с собой, то, что уже как бы все, пришел конец чему-то, вы чувствуете, значит, надо идти дальше. Вы можете дать мужчине своему, который придет к вам, вот вы с ним должны что-то решить, дать ему шанс или нет.
Но с ним тут тяжело получается в будущем. А если вы с ним заканчиваете, то тут сразу... блин, ну тут, знаете, я тут выкладываю карты, вот. Вышли карты, как вот если вы с этим мужчиной остаетесь, да, вы можете дать ему шанс из прошлого, который, да, вот, который вот не может наиграться. Но у вас тут, видите, тут у вас и ссоры будут, и вот это вот очень далеко что-то может наладиться. Это все надолго, это все не скоро, и вот тут вот и какой-то и обман, и выгода своя будет. И он вас захочет поставить в такое положение, как бы, чтобы вы от него зависели, да, чтобы вы не могли уйти. Он вроде бы будет вам давать какие-то наслаждения чувственные, но это будет не только вы будете, он может и на других засматриваться. И это будет повторяться. Да, вы будете его ждать, он будет за вами следить, там контролировать, он же там мужчина, будет вас ограничивать, да. Возможно, у вас с деньгами будет туго, кстати. Вот, возможно, даже из-за него. Ну, тут вот тоже не очень, тут такие карты, он будет манипулировать, вы будете все-таки в расстройстве. Зачем вам это надо? Если вы от него уходите, сразу выпали 3 карты. Там целая куча, да, я все-таки думала, вдруг что-то. Но если вы от него уходите, сразу выпала карта. Вы новый мужчина, и как бы все, вот вы идете. В новое пойдете. Вот. Так что вы должны сначала вот со своим прошлым разобраться, сделать выбор, понять, чего вы хотите, как вы хотите, пообщаться с ним, возможно, дать ему шанс, да, посмотреть, на как он будет действовать. Ну, поговорить все-таки об этом, да. То есть не слушать, что он говорит. Ну, поговорить это да, но сказать то, что как бы действие, если не будет, потому что словами можно что угодно сказать, то как бы все, я хочу там будущее для себя, для своих детей, надежное, стабильное, там, да, чтобы мне все было хорошо. Поэтому вы можете дать ему шанс, но делайте выбор самостоятельно, как вы хотите. Но в вашей жизни будет мужчина, так что не расстраивайтесь, даже если что-то не получится. В любом случае, в будущем вас ждет новый мужчина, хороший мужчина. Главное сделать определенные выводы для себя, чтобы потом не попался такой же, например, который бы тоже то все крутил вами, да, там вот, чтобы его ждали. Нет, вы просто поймите, чего вы хотите, и придерживайтесь этого. Придерживайтесь. Да, но только вы должны это не только сказать, но и как бы понять, да, то, что вам реально не нужно, это вы идете вперед. Вот, так что вот идите вперед, мужчина там вас ждет. Как только вы изменитесь, будете готовы, он уже все придет. Вот. Сейчас посмотрю вам подсказку на этот вопрос. Подсказка для Сахуба на этот вопрос, да. Вот, избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Видите, у вас, кстати, мужчина может вселять в вас уверенность, вот эту вот неуверенность и пессимизм он может внушать вам, потому что он вас держит в подвешенном состоянии. Ни да, ни нет, ни вместе, ни врозь. Вот так вот, как бы вы не можете двигаться вперед. Поэтому будьте уверены, наполнитесь оптимизмом, что все получится, и идите дальше. Не нужно вам в прошлом зависать. Вот, так что удачи вам. Сейчас посмотрю, может кто-то написал подсказки. Да, Зарина написала. Можно мне послание для Зарины? Для Зарины смотрим. Для Зарины послание, для Зарины. Дайте себе отдохнуть. Я, кстати, подумала об этом, Зарина, я подумала, что, наверное, вы много работаете. Вот у меня такое вот в голове. Видите, карты говорят, дайте себе отдохнуть. Вам нужно найти время на отдых. Уделите себе внимание, отдыхайте больше. Вам нужно поспать. Вы, может быть, еще и спите мало, поэтому как будто вы очень много работаете. Вот, так что вам нужно отдохнуть. Отдых нужен. Вот.
Ну, я так думаю, что подсказки закончились. Тут как бы уже и люди выходят, и подсказки уже, наверное, все получили, да? Если нужна подсказка, напишите «подсказка». Вот, а так мы будем с вами прощаться до следующей субботы. Я надеюсь, не будет такой жары в следующую субботу. Я не могу, у меня вся футболка. И вот ты тоже с братом тоже разговаривала, у него тоже так же. Жара, не вас, везде жара, потому что лето, правильно? Что жаловаться? Лето, ну что теперь? Ну, в общем, нам всем жарко. Вот. Надеюсь, в следующую субботу не будет так жарко. Вот. Ну, раз подсказки все получили, я так думаю, давайте с вами прощаемся до следующей субботы. Пусть у вас все будет хорошо, пусть неделя будет замечательная. Замечайте все подсказки, которые будут давать вам какие-то вот окружающие. Вот. Все, пусть у вас все будет хорошо. Встретимся с вами в следующую субботу после 9 вечера. Надеюсь, я не усну, как, ну, хотя я все время засыпаю. Видимо, так нужно. Вот, всем спокойной ночи, классных снов. Выходите почаще. У меня силушки нет. Силушка моя. Я хочу выучить английский, и у меня нету сил, времени на это. Я как после эфиров тоже бывает вырубаюсь. Бывает вот завтра, воскресенье будет, я могу завтра вырубиться. То есть вот как бы у меня энергии просто, видимо, мало, не знаю. Хорошего вам вечера, вам тоже хорошего вечера. Всегда рада вас видеть, с вами поболтать. Все, удачи вам. Увидимся с вами в следующую субботу. Все, пока.